Привет, я Таня. Вас также интересуют нишевые ароматы, в особенности такие как Tom Ford? Что ж, это видео для вас. В этом видео будет 3 аромата. Это Bitter Peach, Lost Cherry и Tobacco Vanille. Начну я с Bitter Peach, так как он мне понравился меньше всего. На мой взгляд, этот аромат немного простоват для своей цены, хотя звучит он интересно. То есть я не могу сказать, что он простой, как компот, нет. Но определенные компотные ноты у него точно есть. В нем я очень отчетливо чувствую, собственно, сам персик, но он какой-то припыленный, наверное, из-за пачули он таким кажется. И персик как будто сброженный, как в компоте, в ликере, вот как бывает в дорогих алкогольных напитках. Аромат раскрывается достаточно интересно, он потихонечку стухает и остается вот эта припыленность пачули. Также в нем есть нотки и деревянные, но сказать, что это за дерево, я, к сожалению, не могу. Почему-то я не могу его вычленить. И здесь есть какая-то специя, очевидно. Аромат достаточно сладкий. То есть, если вам нравятся легкие воздушные ароматы, то этот аромат для вас будет прям очень сильно гурманским, очень сильно обволакивающим. Хотя вот если его вдыхать, знаете, как он ощущается? Как теплый плед, в который ты вот так заворачиваешься, берешь там, например, книжечку почитать, и вот что-то тепленькое, что-то сладкое тебя обволакивает. Кстати, я думаю, он будет здорово звучать на каких-то праздниках, потому что в нем есть и цитрусовая нотка. Она, конечно, где-то далеко звучит, но что-то связанное с праздником в нем точно есть. Второй и сильно нашумевший аромат – это Lost Cherry. Действительно, в нем очень гурманская вишня, ощущается достаточно реалистично, но, на мой взгляд, немножко с ноткой горечи, то есть то ли миндальной, то ли самой косточки, как в абрикосе бывает, то ли косточки вишни. Мне вот здесь сложно сказать. Пахнет он крайне завораживающе. То есть сначала наносишь и думаешь, как-то слишком, не знаю, неинтересно. А потом каждый раз подносишь к носу, вдыхаешь и думаешь, блин, как же это волшебно. Не знаю, как это объяснить, аромат действительно обладает какой-то магией. Его хочется вдыхать, невозможно просто остановиться. Вокруг себя он создает какое-то такое облако сладкой, манящей, шикарной женщины. Собственно, я сегодня в цветах именно этого аромата. В нем я ощущаю какую-то компотность, но эта компотность не такая приторная, например, как в персике. Он гораздо более разбавленный, я имею в виду в плане сладости, аромат и более глубокий. Я думаю, этот аромат понравится большому количеству людей, и, возможно, даже мужчины смогут его носить на своей коже, но только если эти мужчины любят тяжелые, сладкие ароматы на себе. Для меня это абсолютно зимний вариант, летом в нем можно просто задохнуться. Я думаю, если под жару в плюс 30 в нем выйти, то можно и в обморок упасть, честно говоря. А для зимы самое то, вот как если вы пили чай сицилийская вишня из кантаты, то вот это очень сильно похоже, только еще более насыщенно, еще более сладко, еще более обволакивающе. Но аромат действительно очень стоящий, я бы рекомендовала его попробовать, потому что мне кажется, он понравится большинству, как я уже сказала. Ну и последний аромат, благодаря которому, собственно, Tom Ford в свое время выстрелил, по крайней мере для меня, и благодаря этому аромату я заинтересовалась этим брендом, это Tobacco Vanille. Действительно, первое, что ты слышишь, это табак и ваниль, особенно когда только наносишь на кожу. Но самое здесь здоровское, это то, что ваниль не кондитерская, не сладко-приторная, а такая именно как само растение ванили, как листья ванили, как сами цветочки. Запах крайне интересный, вдыхаешь и каждый раз находишь что-то новое. И также слышны ноты табака, а именно с самого кустарника табачного. У меня у дедушки просто всегда рос табак, и для меня этот запах действительно очень знаком, и здесь он передается невероятно реалистично. А спустя какое-то время, когда наносишь его на кожу, он начинает немножко холодить, и аромат у него становится немного мятным и, что ли, специевым таким, и пахнет перцем. То есть вот знаете, как есть бальзамы, типа тигровой мази, там спину мажут ими. Вот в этом аромате эта нота действительно открывается, вот этот именно сам холодок, перечность в аромате.
Но это, знаете, никаким образом не отталкивает, это наоборот еще больше к аромату притягивает. Восхитительный аромат, который точно подойдет и мужчинам, и женщинам, и который всегда будет вызывать вопросы, что же на вас такое интересное нанесено, потому что с первых нот ты просто погружаешься в какую-то сказку. Действительно стоящий вариант. Обязательно присмотритесь, если есть возможность, протестируйте. Если у вас нет возможности дойти до физического магазина и все эти ароматы попробовать, то, конечно же, можно заказать себе либо пробники, либо от Леванты. Я обязательно оставлю ссылку на сайт Арома Бутик, в котором все это можно найти. Также я оставлю промокод на скидку, который на первый заказ дает 7%, а на все последующие будет давать вам всегда 5% стабильной скидки. Что ж, надеюсь, это видео было вам полезным и интересным. Надеюсь, вас заинтересовали эти ароматы, и вы обязательно какие-то из них попробуете. Ну а если у вас уже есть какой-то из этих ароматов, то пишите, конечно же, в комментарии. Всем будет интересно, что же вы там чувствуете и чем он вас завораживает. Не забывайте подписываться на канал. Мне это невероятно важно, чтобы набрать первую 1000 подписчиков. И, конечно же, пишите свои приятные или не очень комментарии. Пока-пока!